Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии, поучительные жизненные истории. Благодарю вас. Сегодняшний расклад звучит так. Женский взгляд. Посмотрим, узнаем сегодня, девочки, что женщины говорят о вас. И посмотрим, рассмотрим, что же женщины думают о вас. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Если во время сигнификации вы понимаете, похоже очень на вашу соседку Таню, то можно отправить ей это видео. Пусть узнает, что женщины о ней думают и что говорят. Может, она очень-очень удивится. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ваша сигнификация. Угу. Такие карты странные. Прям картина маслом. Смотрите, сама по себе муза, яркая, харизматичная, вообще энергетически наполненная. Женщина, которая знает о своих сильных сторонах, да, допустим, во внешности, и там у кого-то роскошные ноги, вы это подчеркнете, у кого-то там акцент сделаете на волосы, да, допустим, тоже красивые. Какие-то женские эти хитрости знаете, умеете применять, да. Так, умеете вот этот фокус внимания на себе удерживать. Тут харизма, энергетика, еще раз повторюсь, и вы благодаря этому остаетесь постоянно в центре внимания, если вам это нужно. Так, талантливая очень. Вообще творческие люди часто по этой карте проходят. Тут карта, видите, сердечко. Можете любить, можете давать там неимоверную вот эту гамму эмоций разных, нежность, не знаю, привязанность какая-то. Сюда же, девочки, ну как будто бы вы, для вас вот любить равно дышать, вот такое вот. И для вас это норма, эту любовь отдавать. Но, в принципе, вам желательно, хотелось бы, да, чтобы и самой получать эту любовь. Просто некоторые женщины, они, скажем так, им спокойно и хорошо, когда они даже не испытывают каких-то вот таких вот ярких эмоций. И особо для них, ну, не в приоритете, скажем так, как-то эмоционировать, какие-то прям проявлять те же самые любовь, заботу. Да, для многих очень важно там какое-то материальное положение, стабильность. Ну, скажем так, пусть будет все тихо и размеренно. Не нужна мне там какая-то неимоверная любовь. Мне важно, пусть будет покой и гармония. Все. Ну и материальное там для многих, и повторюсь еще раз. А для вас вот этот аспект эмоций. Вам важно заботиться о ком-то, вам важно эту любовь отдавать. Но вот тут вот у меня вследствие этого, тут оно все взаимосвязано, показано, что на данном этапе это карта женщины-одиночки, карта женщины, которая уже устала. Может быть, устала не от одиночества, а устала, может быть, разочаровываться в людях, во взаимоотношениях устала разочаровываться. Тут мне показано, вы ставите защиту. Опять же, эти какие-то рамки, границы выстраиваете, как вот этим щитом закрываете. Закрываетесь от кого? От каких-то оборотней, от людей, которые могут, ну, знаете, так, под личиной какого-то друга, под личиной человека, который к вам как-то расположен. Может быть, даже если это любовная история, то опять-таки, как будто бы прикрываясь какими-то одними эмоциями, на самом деле человек свои преследует цели, может даже пытается вас использовать. Если это рабочие отношения, то, соответственно, вы можете с ним как-то выстраивать эти какие-то отношения, при этом, ну,
вкладывая какой-то смысл, да, в этом, допустим, надеясь на то, что он как-то порядочный человек, назовем это так. Ну и в последний момент вас может этот человек подставить, и, скажем так, вы 1000 раз пожалеете о том, что вы ему доверились, о том, что где-то делали ставку на него, где-то воспринимали его своим другом или приближали к себе. Вот тут как будто бы вы уже настолько разочарованы в этих людях, может, множество раз уже были эти подставы, попытки использовать, попытки где-то манипулировать. И тут вот все первые карты, это одиночество, где-то это осознанное одиночество, где-то, ну, вы уже это выбираете для того, чтобы впоследствии, да, еще больше не разочароваться в людях. Тут карта депрессии. У кого-то состояние вот по этой депрессии, это как будто бы, ну, не верите уже особо людям и даже уже особо не надеетесь на то, что как будто бы вы встретите людей, которые будут с вами на одной волне, где-то разделят 100% ваши какие-то там взгляды на жизнь, увлечения. Почему-то мне так идет. Но это, скорее всего, в том моменте как-то. Тут даже как объяснение. Мне проще даже где-то быть одиночкой, потому что, допустим, ну, не подставят, допустим, не нужно, выражение, не нужно, как это, обольщаться, да, и не нужно очаровываться для того, чтобы потом не пришлось разочаровываться. Тут как-то вот это может сработать, вот эта вот история. Так. Опять-таки, одиночка, можете чувствовать себя даже в окружении, там, шумной компании, окружении друзей, родных. Болезни. У кого-то опять-таки с мужчиной связано, да? Почему? Потому что тут вот показана карта кольцо семейное. Ну, карта, может, семейных взаимоотношений и пара, собственно, воительница и воин, да. И показана болезнь, первая карта, то есть у кого-то в прямом смысле период какой-то, тут если депрессия, одиночество, могло быть предательство, могло быть обесценивание ваших чувств, эмоций, как будто бы какие-то форматы, те, что вы для себя видели или выстраивали, они, допустим, да, абсолютно как-то ваш человек, молодой или не очень молодой, он не захотел идти в эти форматы или не хотел и захотел это выстраивать и прикладывать усилия для того, чтобы их сохранить. Может быть, по воин-то скорее как разрушитель, разрушил это все было. А у кого-то воительница, так, страсть, кольцо, замок. У кого-то это семейное, повторюсь, какие-то были истории уже. Но тут в данном контексте может быть уже, знаете, если длительная история, коса на камень уже, как будто бы даже какие-то мелочи могут выводить из себя. Где-то идет, может быть, даже нежелание у кого-то из девочек сохранять отношения в том формате, в котором они сейчас. Тут как будто большой знак вопроса. А нужно ли отношения, которые уже дошли до такого уровня, есть ли смысл сохранять? Тут может быть много агрессии друг к другу, каких-то невысказанных обид, претензий. Много, кстати, и замалчивания по карте замок. У кого-то так. Так. Собираем. Ваши, не ваши. У кого-то элементарно это как хроническая усталость еще. Вот эти болезни вышло у меня. И там депрессия, одиночество. Это как будто ощущение, что я не совсем живу той своей жизнью. Ну уж точно как бы я не хотела, чтобы вот так проходила моя жизнь, как она сейчас проходит. Вот что-то такое. Как со стороны смотришь сам на себя, на свою жизнь и понимаешь, что я вообще не об этом мечтала. Итак, смотрим. Первый вопрос. Что женщины говорят о вас, да? Второе. Что думают о вас? Что женщины говорят о вас? Что думают о вас?
Подпишись на канал и поставь лайк. Что говорят о вас, что думают о вас. Что говорят о вас женщины, что думают о вас. Знаете, говорить же можно, собираться стайками, группками, да? И можно говорить, что хочешь. Или слушать и активно поддакивать, да? А думать наедине сам собой, каждая думает свое о вас. Что женщины говорят о вас и что думают о вас. Что говорят о вас, что думают о вас. И возьму эротическую. Что... эротическую я уже брала. Чуть не увлеклась. Наверное, побольше хотелось вам добавить страсти, эротики, да? Что женщины говорят о вас. Что женщины думают о вас. Что говорят о вас. Ух ты, ё-моё. Угу. Сейчас, девочки, расскажу я вам, что у вас тут говорят. Ну, королева жезлов, она очень часто проигрывается в классике этой, как ведьмочка, да, с там черная кошечка еще возле трона. То есть ведающая, обладающая тайными знаниями. Тут еще карты, говорящие о том, что карта зелья, как будто бы варите зелье. Карта молния. Тут можете... Ну, кто-то говорит о том, что даже можете вы свои способности какие-то или полученные знания, то есть даже тайные эти знания, эзотерика, психология, увлечения применять. Так, а вообще говорят о том, что вы тут по карте хамелеон. Какая-то женщина, которая может, по идее, приспосабливаться к любым условиям. Да, где-то... Ну, давайте я уточню. В данном случае тут у вас, опять-таки, как в вашей сигнификации вышла карта муза, яркая, харизматичная, позитивная, талантливая. Ну, женщина такую райскую птицу, как будто в клетку, это преступление сажать. Но тут как будто бы вы попали, сами попали в какие-то ограничения. Вот я повторюсь, в этой же клетке находитесь. И как будто бы вы ищете теперь способы выбраться из этой клетки. По хамелеону, давайте, о чем это? Это, конечно, может быть такой подтекст, знаете, вы выживете при любой ситуации, что вы можете выжить и после этого, там, какого-то ядерного взрыва, да? Ну о чем это? Хамелеон на вас. Угу. Ой, тут смотрите, тут как будто бы кто-то вам говорит о вас, о том, что у вас, допустим, какое-то время могла быть размеренная, спокойная жизнь, но вам в ней было скучно. Допустим, я не знаю, это может касаться личной жизни, может быть, каких-то рабочих взаимоотношений, в принципе, вашего какого-то состояния. Но по карте огонь, вот как будто бы вы сами где-то нашли себе на пятую точку приключений, где-то могли как-то эмоционально себя повести, как-то скучно найти себе. Ну, в общем, я говорю, как будто женщина находит себе что-то. И это отчасти теперь выступает то, что вы нашли, то ли, если это новый партнер, там, допустим, если у вас смена партнеров была, или же новое место работы, да, или вот, в принципе, смена рода деятельности, то говорят, что отчасти вы сами повлияли на это все, и сейчас это как наказание какое-то, своего рода вот это ограничение, вот эти вот как в клетку вы попали, но это для вас является в то же время каким-то мотивационным таким моментом
переломным. С одной стороны, вы теперь все как будто бы свои силы мобилизируете, по карте хамелеон стараетесь приспособиться к этой ситуации, в то же время освободиться из этой клетки, ну, так как вам не некомфортно. И они говорят о том, что карта мудрость, где-то вы набираетесь этой мудрости, выводы какие-то делаете. Мало того, уже как будто ключики вы подобрали для того, чтобы выйти из этой клетки. Ключики к чему? К вашему дальнейшему, тут, не знаю, продвижению вверх по карьерной лестнице у кого-то вверх это, в принципе, до достижения желаемого какого-то результата. То есть, мало того, что вы попали, туда, говорят, отчасти вы сами как будто бы могли, ну, спровоцировать эту ситуацию, в которую вы попали. Но вы тут и подстраиваетесь, и пытаетесь выйти, еще раз повторюсь, из этой ситуации. И у вас уже как будто бы вот, 90% как будто получается это все. В крайней мере, мудрость вы свою получили, приобрели, да, осознали, карта-ключ подобрали, ключ от этой клетки уже открыли фактически ее перед вами. Тут прекрасные как будто бы перспективы разворачиваются, да, для дальнейшего чего-то. Как будто бы где-то вот эту неуемную энергию теперь вы более осознанно, может, будете применять свою эту энергию. Вот как-то так разговаривать. Так. Может, кстати, говорить о вас, что у вас был какой-то период, вот как-то карта-цикл, какой-то период в жизни не очень удачливый. Этот период, где были какие-то у вас разочарования. Тут карта печаль, видите, стоит человечек такой, он уронил мороженка, самое вкусное по полу растекается, у него остался этот вафельный стаканчик в руках. И тут карта сокрытия. Может быть, тоже, в то же время говорят о том, что вы даже не хотите о многом, каком-то печальном этом опыте, каком-то периоде, вот цикл, даже вспоминать не хотите. Скрываете вот это вот, мало ли у кого-то неудачи в личной жизни, у кого-то там в рабочих каких-то, уже не знаю, там моменты. Ну, как будто бы сознательно вы замалчиваете, скрываете это. Так, тут дальше. Какие-то карты такие чудные. О чем говорят о вас? Говорят о вас, ну, что-то страстное. Это касается, может быть, в любовной сфере, да, влюбилась, крышу снесло, и пофиг там на какие-то ограничения, пофиг на общественное мнение или на какую-то условную мораль. Вот такое могут говорить, что очень страстная натура. Но, скорее всего, это касается не только любовных каких-то историй. Скорее всего, это, в принципе, ваша характеристика. Если вы чем-то новым вы увлеклись, загорелись, то как будто бы перед вами нет никаких преград. Ну, это здорово. Вы можете быть как идейным вдохновителем, заряжать вот этой энергией, вот этим посылом, этим каким-то ощущением того, что вы горите вот чем-то новым, идеей. Страстная натура, в общем. Вот такая характеристика на вас. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Ну, я говорю, тут таланты есть, и дай бог это развивать. Так, а тут дальше такая интересная про вас говорят. Смотрите, говорят, по карте царевна, это всегда характеристика на женщину, ну, женщину-мужчину, в данном случае на вас. Это женщина, которая где-то себя балует, где-то может позволять себе даже какие-то элементы, допустим, роскоши, так многие считывают, какой-то образ жизни, который, может быть, даже вам не совсем по карману, или же многие женщины даже смотрят на вас и думают, ну, я бы поскромнее себя вела. Да, знаете, это постсовковое какое-то еще видение, да, как нужно себя вести, ну, образ жизни, вот это какой-то примеряют, в общем, вашу жизнь, женщин некоторые смотрят и говорят, допустим, ну, я бы, допустим, поэкономнее себя как-то вела. Смысл какой в этой карте? Часто вот так считывают женщину, которая может себе, допустим, позволить отдых там, уж не знаю, какой отдых там, отдых в трехзвездочном каком-то отеле, да, а вы приезжаете и говорите, да нет уж, я буду в пятизвездочном, и какой-то самые лучшие виды, и все мне самое лучшее. Ну, как будто женщина себя балует. Где-то даже, может быть, не в полной мере вы можете себе это позволить, но вы себе любимую как-то балуете, старайтесь себе не отказывать. Опять-таки, если также могут они там пытаться считать там уровень вашего, там, не знаю, заработка, да, какой-то.
И при этом они удивляются, как при таком заработке вы можете себе позволять, уже не знаю, там, ювелирку какую-то, или там, ну, опять какие-то там элементарные, там, или обновки, или там, не знаю, брендовая одежда. Тут что-то такое. Им кажется, что вы отчасти как пытаетесь вести какой-то образ жизни, как, знаете, как показуха какая-то, как будто бы на публику. Вот это вот они вот 100% как-то не считают, что женщина, с одной стороны, может себя баловать, с другой стороны, слишком много вот такого показушного. Ну, как есть карта читается, я так вам ее и читаю. Где-то идет даже осуждение. Им кажется, что вы можете где-то даже в ущерб типа своим близким и родным, а вот вы можете себя баловать. И в то же время, я думаю, это часто считывается такое осуждение женщинами, которые привыкли где-то на алтарь вот семьи, вот, жертвовать всем, да, допустим, даже там экономить на каком-то маникюре даже для того, чтобы лишний раз там ребенку, может, уже не нужно ребенку там 5-я куртка какая-то там или 10-е сапоги, а вот у нее ощущение того, что она вот, да, пожертвовала на... Ну, вот вы понимаете, да, типа женщин. Вот такие женщины вас осуждают. Им кажется, что вы живете непосредствами или слишком какую-то роскошную жизнь ведете. Эгоизм ваш, типа, осуждают. Ну, тут внешние данные ваши тоже косточки перемывают и там могут опять-таки приписывать вам, допустим, какие-то косметологические процедуры, которые вы в жизни не делали, они могут сюда говорить, да, наш там каждую неделю посещают там чуть ли не просто косметолога, а от какого-то там, допустим, пластического хирурга. Что-нибудь такое могут рассказывать, да. При этом могут еще вот это сюда приписывать, почему я по поводу косметологических процедур, потому что тут карта молнии, вот это зелье, и тут следующие карты как будто бы могут говорить о том, что у вас, допустим, какой-то период в жизни сейчас, да, где, ну, знаете, как первая молодость какая-то, вот цветение, вот юность, вот это такое, ну, у всех это, естественно, как проходит. Сейчас, допустим, период у вас зрелости, и самое время, правда, как посещать косметолога, уделить этому вниманию. Тут могу сказать, что у вас как будто бы акцентик на этом пунктик, вот такой, как будто прикладываете усилия для того, чтобы эту молодость продлить, скажем так. Ну, у кого-то так может проиграться. Так, тут странные карты. Там говорят о вас. Говорят о вас о том, что у вас в жизни были какие-то, ну, мягко говоря, карта, тут 5 воздуха, это предательство, это какое-то ощущение, где-то как будто бы вы, несмотря на то, что в вашей жизни могли быть там и предательства какие-то, ну, в любовной сфере, да, и в принципе могли в взаимоотношениях с людьми какую-то подлость вы могли прочувствовать, но тем не менее вы остаетесь вот таким каким-то карта радость, ну, открытым человеком, к которому люди на самом деле тянутся, как будто бы вы можете найти подход к любому. Вот так вот. Вот человек, который излучает эту радость, вот. Даже могут, знаете, как-то... Тут же, в принципе, о чем женщины говорят, тут не ваши, не то, что ваши там недоброжелатели, тут могут женщины к вам по-разному быть настроены. Одни осуждают вас за, не знаю, уже как-то, что вы тут по карте царевна себя слишком любите. Осуждают и где-то завидуют даже. Другие тут восхищены тем, что, допустим, у вас были не очень хорошие, допустим, какие-то периоды, где были, повторюсь, предательства, может быть, измены, манипуляции, а вы, тем не менее, человек, который, ну, как-то умеет радоваться жизни, и эту радость вот, как будто бы распространяет вокруг вот эту радость, вот эта карта так. При этом это ваш выбор, вот понимаете, как будто бы это осознанно ваш выбор. То есть мы все можем, ну, мы все проходим, да, через какие-то, понятно, негативные моменты в нашей жизни, там, через, там, опять-таки, вот измены, предательства, я думаю, 99% через это проходят. И дальше наш выбор уже, как мы на все это реагируем, и как мы, и что мы транслируем в этот мир. Так вот, вы, несмотря на все, то, что с вами происходит, вот, все равно излучаете эту радость, какую-то позитив. Тут говорят еще о вас, что если вы сейчас занялись каким-то делом новым для вас, вот, может быть, вы даже в это вкладываете помимо своих сил, тут еще и материально кто-то может прикладывать, ну, правда, вкладываться туда, то говорят о том, что вы такой человек, который неизменно, обязательно достигнет очень хороших
результатов. То есть, если вы там учитесь на кого-либо, то вы выучитесь, вы еще и переплюнете мастера, человека, который вас чему-то обучает, то вы покажете очень хороший результат. И это будет в будущем приносить вам действительно, ну, материальное вознаграждение, вы будете получать, приносить доход, это будет вам, скажем так. Вообще вас видят очень жизнерадостной, наполненной. Женщина, которая, если поставила цель, она ее добьется, причем добьется какими-то, знаете, не так, как мужчина, холодный рассудок и пошел шаги какие-то предпринимать. Тут женщина, которая по королеве жезлов может мягко как-то обаять, как-то зарядить вот энергетически окружающих людей, даже внушить им, что это им тоже нужно, то есть как идейный вдохновитель. И тут для многих вы являетесь примером для подражания, то есть даже своим жизненным, допустим, позицией своей жизненной, вот вы можете людей как будто бы подзаряжать, вдохновлять, люди за вами будут идти. Вот так вот как-то. Тут восхищение даже у женщин многих. Может кто-то даже не особо восхищен, а говорит, да она никогда не успокоится, до крышки гроба будет. Вот это, что-то ей нужно, чему-то обучаться. Тут это ж Паш Монет, это же человек, который чему-то обучается. Тут не просто вы обучаетесь так, чтобы это приносило вам доход. Тут тоже многие говорят, что она чем-то еще новым занялась. Вот это и точно будет деньги приносить. Мало и того, чем она занималась, так она еще и другим чем-то надумала заниматься. Ну, как будто бы очень деятельная. Они не успевают за вами следить, за вашими, может быть, идеями какими-то, за вашей реализацией. Вот тут что-то такое, девочки. Вот так вот о вас говорят. Тут восхищение, зависть, где-то осуждение. Так, давайте теперь посмотрим, что думают о вас. Так что говорят это одно, а думают... Ух ты, думают. Угу. Кстати, надумают, вышла тоже королева огня. С другой колоды, правда. Ну, королева жезлов, она же. То есть... Так, луна. Сколько карт? Так, девочки. Фу-фу-фу. Даже не знаю, откуда начать. Так, начнем. Думают о вас, кстати. Думаю, даже... Когда женщины сами с собой наедине остаются, они про вас круче думают, чем то, что они озвучивают, то, что они говорят. Вот смотрите, сами наедине с собой. Карта звезда, я считаю, одна из самых наилучших характеристик на женщину. Это тут интеллект выше среднего, наличие талантов. Женщина ведома какой-то мечтой, целью, у кого-то как призвание, может, миссия какая-то. То есть вас уже сразу изначально выделяют женщины. И они думают о том, что вот эта женщина точно добьется чего-то такого. Тут как будто для многим только об этом мечтать. Опять-таки, где-то с вашу, можно сказать, считывают. Тут не надменность, нет. Но тут как будто бы как отстраненность какая-то. Даже не могу сказать, что это корона на голове. Почему? Потому что тут следующая карта умение любить. Это открытое сердце. То есть правда вами восхищаются. И говорят, ну, может, сами с собой наедине они говорят, да, вот у нее такое сочетание и внешние данные, и интеллект, и тут сердце открыто, умеет любить. Так, причем они говорят, что для вас очень важно выбор какого-то партнера, знаете, не там единоразовые какие-то встречи. У каждому свое, у каждого разные запросы. Тут как будто бы вам очень важно, знаете, мужчину рядом с собой видеть, такого мужчину достойного, на которого вы можете опереться, который где-то не подведет, не подставит. Мужчину, с которым можно до самой старости прожить. Вот тут как-то так вот. Они говорят, что для вас очень важно качество
моральные качества этого избранника. Вот тут вот такое, как будто бы вам просто, если, знаете, как говорят, а бы какой вам не нужен мужчина, номинально, просто чтобы он был, типа, формально он есть и все. Нет, это не твой случай. Но у вас как будто бы требования к мужчине, который будет рядом, достаточно высокие требования. Так, противоядие, черствый скорпион. Дальше можно прочесть, так что думают о вас, о том, что на самом деле вы можете даже в какой-то сфере работать. Там, у кого-то это педагоги, у кого-то медицина. Знаете, очень часто сферы такие, там, не знаю, где много общения, большое количество, допустим, общения с людьми, и люди, допустим, если к вам это применять, да, допустим, другие выгорают, профессиональное выгорание, и люди черствеют, как-то совершенно не так уже реагируют на действительно какие-то потребности, на, может быть, жалобы какие-то. Вот тут карта черствое сердце. А у вас они про себя думают странно, она при том, что действительно может быть эмоционально какая-то вот нагрузка огромная, а у вас как противоядие. Тут видите, флакончик такой волшебный. Вы умеете как будто бы оставаться, умеете слушать, умеете быть внимательным к каким-то, может быть, просьбам, повторюсь, к жалобам каким-то. Вот люди к вам обращаются, то есть у вас это сердце не черствеет, у вас будто бы этого эмоционального выгорания нет. Так, и тут так дальше так интересно. Даже в отношении вас, если какие-то токсичные люди, тут карта Скорпион, пытаются вас жалить, то вы остаетесь все равно как будто как открытой какой-то. По карте Лилия это чистота, вас даже это не останавливает, рост, развитие вашего. Так, карта зеркала, соперница. Думают о том, что у вас очень много соперниц на самом деле. Женщин, которые, правда, как будто бы могут, где-то кто-то с вас пример брать, перенимать ваши какие-то, не знаю, привычки, непривычки, но вы остаетесь постоянно как будто бы на слуху, постоянно там о вас говорят, о вас приводят, да, повторюсь, где-то в пример, не обязательно в положительном плане. Такое вот. Тут карта, так, королева огня, на самом деле очень страстная, сексуальная, притягательная женщина. Женщина, которая, кстати, может притягивать мужчин, на самом деле, у которых скрытые мотивы. Скрытые мотивы в данном случае можно прочесть это, как, смотрите, тут силуэт женский, тут мужчина на первом плане, у него этот кинжал. Вполне возможно, мужчины не свободные, женатые, которые не против там с вами как бы весело провести время. Да, вот тут как-то так. Тут как будто бы вы можете быть вот этим каким-то Тут карта соперница. Тут как будто бы, не знаю, как лакомый кусочек для каких-то вот таких женатиков, правда. Не знаю почему. Тут так странно в конце. Так, король Пентаклей и Луна. А тут уже интересно. Тут вполне возможно, тут дальше король Пентаклей это женатый мужчина, и тут карта шестерка мечей, как будто бы куда-то плыть в какие-то, не знаю, новые отношения, неизведанное что-то. И карта Луна, это как будто бы странно. Это о чем? Это о чем они? О том, что вы можете даже, знаете, такое, как будто бы вы можете даже стать, даже не знаю, сейчас о чем. Знаете, у кого-то вот эти карты говорят о том, что если у вас в вашей личной жизни, да, если вы там в союзе с кем-то, башня разрушения, какие-то унижения в вашей жизни случаются, но это все с личной жизнью связано, это для вас становится тяжелая ноша, а вам очень важно любить и быть любимой, то говорят, что вы можете вполне возможно разрушить даже союз, то есть вы не будете терпеть какого-то к себе отношения такого, не знаю, унижение, скажем так, обесценивание.
А вот женщины думают о вас, о том, что вот кто-кто, она точно ничего такое терпеть не будет. Она разорвет отношения, она найдет кого-то еще себе другого. Она не просто там, да, разорвет, а тут как будто бы к ней выстроится еще может шеренга этих мужчин, причем мужчин каких-то достойных. Очищение, тут карта сад, то есть у вас будут силы, как будто бы может пойти в новые отношения, где-то чуть ли не как создать новую ячейку общества, как будто бы вы используете это себе во благо 100%, любую ситуацию вы сможете использовать себе во благо. Но терпеть какие-то там унижения, предательства вы не будете. Вот это об этом думают женщины, когда они смотрят на вас. Все, мои хорошие, кому интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.